Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. В этом видео хочу поделиться с вами еще одним рецептом приготовления универсального бездрожжевого теста для любой выпечки. Будем готовить рубленое творожно-песочное тесто. Из него можно испечь пироги, пирожки, рулеты, ленивые хачапури, самсу, трубочки, рогалики, печенье, хлебные палочки и так далее. В чашу всыпаем 200 граммов просеянной муки и натираем на крупной терке или рубим ножом 200 граммов ледяного сливочного масла или маргарина. У меня сегодня 100 граммов масла и 100 граммов маргарина. Я только что достала их из морозильника. Начало, как у обычного песочного теста. Перетираем муку с маслом в крошку, но недолго, чтобы масло не успело растаять. Туда же всыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку разрыхлителя и еще раз перемешиваем. Затем берем 200 граммов творога любой жирности, у меня 5%. И с помощью скребка или ножа рубим, пока не получится довольно однородная крошка. Вот почему тесто называется рубленым. Старайтесь не замешивать тесто руками, чтобы масло не успело растаять от тепла рук и в тесте не успела развиться клейковина. Тогда оно действительно получится песочным, а готовые изделия из него останутся хрустящими, рассыпчатыми, слегка слоистыми и не жесткими. Эту процедуру можно провести непосредственно на рабочем столе или в широкой плоской миске. Затем слегка разбалтываем одно яйцо, добавляем его в чашу и с помощью вилки перемешиваем, пока тесто не станет влажным. Потом очень быстро, в течение 30 секунд, собираем его в единый комок. Присыпаем стол мукой и придаем округлую форму. Долго тесто месить нельзя, иначе выпечка получится жесткой. На приготовление теста у меня ушло 8 минут. В результате должно получиться вот такое неоднородное тесто. Убираем его в пакет и отправляем в холодильник минимум на 1 час. Такое тесто можно хранить, завернув его в пакет или пищевую пленку в холодильнике в течение 2-3 дней, а в морозильной камере до 2-3 месяцев. Такое тесто является отличной основой для любой начинки, хоть сладкой, хоть не сладкой, а готовые изделия получаются очень вкусными. Сейчас покажу несколько вариантов, что можно приготовить из этого теста. Через час достаем его из холодильника. Из половины теста раскатываем круг. Толщина теста примерно 2 мм. Делим его на 16 секторов. Приготовим рогалики. В качестве начинки я использую яблочно-смородиновое повидло. А вообще можно брать любую сладкую начинку. Из мака, орехов, джема, сухофруктов. Перекладываем их на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки. Отправляем в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов на режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией в течение 15 минут. Если в вашей духовке нет режима конвекции, выпекайте при температуре 190-200 градусов. Пока рогалики остывают, приготовим сахарные трубочки и печенье. Раскатываем оставшееся тесто в пласт толщиной 2 мм. Края подравниваем. И нарезаем на полосы шириной 4-5 см. Щедро присыпаем их сахаром или сахаром с корицей. И сворачиваем нетугие трубочки. Остатки теста раскатываем и вырезаем печенье. Смазываем его растительным маслом или яичным белком, обмакиваем в сахар и перекладываем на противень.
Выпекаем при той же температуре. Печенье в течение 10-12 минут, а трубочки в течение 20 минут или до красивой золотистой корочки. Как только выпечка остынет, при желании посыпаем ее сахарной пудрой. Изделия из творожно-песочного теста получаются очень вкусными, слоистыми, нежными, хрустящими и при этом мягкими. Обязательно приготовьте и попробуйте этот очень удачный вариант теста. Желаю всем приятного аппетита! Друзья, чтобы сохранить рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!